Сколько нужно денег для того, чтобы жить на Филиппинах? Этот вопрос мне задают чаще всего, и однозначно на него ответить достаточно сложно. У каждого свой стиль и свои потребности. В одном из старых роликов я попытался выяснить, какой самый минимальный бюджет необходим для того, чтобы выжить на Филиппинах. А в этом ролике я решил проанализировать свои собственные расходы и показать их вам. Думаю, плюс-минус эти цифры можно использовать в качестве примера. Нужно уточнить, что цифры актуальны для острова Негрос, на котором я живу, и живу я один. Основная статья расходов – это аренда жилья. В своей квартире возле моря я живу уже около 3 лет, и обходится она мне в 10 тысяч песо в месяц. А точнее в 60 тысяч песо за 6 месяцев. Именно такой тут формат оплаты. При этом нету никакого депозита. Все счета, а это вода, электричество и выделенный интернет, уже включены в эту стоимость при условии, что я не буду пользоваться кондиционером, либо буду пользоваться им нечасто. Я кондиционером не пользуюсь, у меня в квартире много окон, поэтому мне вполне хватает электрического вентилятора. По истечении 6 месяцев мне нужно заплатить за последующие 6. Достаточно нестандартная тут система, потому что обычно хозяева квартир просят наперед оплатить только 1 месяц аренды. При этом до конца контракта берут в залог сумму, равную либо 1 месяцу аренды, либо 2, в зависимости от наличия техники и мебели в их квартире. А счета, как правило, арендатор оплачивает отдельно. На своей предыдущей съемной квартире за электричество я платил отдельно, и счет у меня получался от 700 до 1200 песо в месяц. Если активно пользоваться кондиционером, то счет за электричество может вырасти до 5-7 тысяч песо в месяц. Электричество здесь дорогое. Несмотря на то, что вода, интернет и электричество уже включены в мою арендную плату, газ, на котором я готовлю, приходится оплачивать отдельно. Заправить баллон с газом стоит примерно 1200 песо и хватает его примерно на 4 месяца. Таким образом, к своему ежемесячному бюджету прибавляю еще 300 песо. Бутилированную питьевую воду я также заказываю отдельно. Одной бутылки мне хватает примерно на неделю, а ее доставка стоит 25 песо. Таким образом, питьевая вода обходится мне в 100 песо в месяц. Что касается продуктов, наверное, 1 раз в 2 недели я езжу в город в супермаркет, чтобы затариться продуктами. В основном это мясо, фарш, макароны, консервы, ну и так, по мелочи. При этом средний чек у меня получается примерно 2000 песо. Еще примерно раз в неделю на рынке домой я покупаю овощи и фрукты. И трачу я на это примерно 500 песо в неделю. Таким образом, на продукты домой у меня уходит около 6000 песо в месяц. Недалеко от дома, возле дороги, есть несколько столовых для местных. Чтобы не отвлекаться от работы на готовку, обычно я хожу обедать туда. Не каждый день, но в основном по будням. Обычно это классический обед в филиппинском стиле в виде риса, жареной курицы или жареной рыбы и простеньким супом с кусочком говядины или свинины с добавлением овощей. Один такой обед мне обходится от 80 до 120 песо. Посчитаем в месяц 20 обедов средней стоимостью 100 песо каждый и получим, что к ежемесячному бюджету нужно прибавить еще 2000 песо. Не часто, но иногда, когда хочется чего-нибудь вкусненького, например, пиццу затрепать, или когда дома нечего кушать, а все местные кафешки уже закрылись, потому что в нашей деревне они, как правило, работают до 5 вечера, я позволяю себе покушать в рестике или кафешке. Carpaccio Angus beef Carpaccio Angus beef with fresh arugula and fresh parmesan cheese. Oh. В среднем я делаю это раз в неделю со средним чеком примерно в 500 песо. Таким образом, к ежемесячному бюджету прибавляем еще 2000 песо на покушать в ресторане. Хочу еще отдельно добавить такой пункт расходов, как погулять. Это собраться с друзьями в баре либо на шашлыках, погулять с девчонкой, либо сходить на дискотеку. Подобного рода активности у меня, как правило, раз в неделю. И на утро после гулянки испаряется из кармана в среднем около 1000 песо. Поэтому к ежемесячному бюджету я добавляю 4000 песо на погулять. Что касается мобильного интернета, если я дома, то телефон подключен к домашней сети. А для того, чтобы оставаться на связи вне дома, у своего сотового оператора, который называется Smart, за 200 песо я покупаю тариф, который дает мне 6 гигабайт трафика.
При этом, в отличие от других тарифов, этот трафик не сгорает по истечении 30 дней, но плюс-минус за месяц я их расходую. Местными звонками и СМС я не пользуюсь, поэтому к ежемесячному бюджету добавляю еще 200 песо на мобильный интернет. Что касается одежды, я с одеждой не особо заморачиваюсь. Моя футболка стоит 150 песо, шортики стоят 150 песо и шлепанцы стоят 150 песо. Это, в принципе, все, что мне здесь нужно. Покупать дорогую одежду здесь нет смысла, потому что в жарком влажном климате дорогие вещи живут ровно столько же, сколько и дешевые. Поэтому на одежду у меня уходит в месяц примерно 450 песо. Стирка. Вещи я стираю так. Все грязные шмотки кидаю в корзину, пока она не наполнится доверху. Потом содержимое этой корзины скидываю в рюкзак и отвожу в прачечную, которая находится недалеко от дома. Делаю я это примерно один раз в 2 недели, и одна стирка обходится мне в 100 песо. В месяц получается 2 стирки, поэтому к ежемесячному бюджету прибавляю 200 песо на стирку. Стрижка. Парню подстричься на Филиппинах действительно очень дешево. Одна стрижка стоит всего 60 песо. Я стригусь примерно один раз в месяц, а поэтому к ежемесячному бюджету добавляю 60 песо. Мыло, зубная паста, туалетная бумага, шампунь, средства для мытья посуды, средства для мытья окон, чистящие средства. Все это я объединил в пункт «Бытовая химия и принадлежности». И в среднем в месяц на все это у меня уходит около 400 песо. Онлайн-покупки. На Филиппинах в частности, да и в целом во всей Юго-Восточной Азии популярностью пользуется онлайн-магазин, который называется Lazada. По сути, это то же самое, что и AliExpress у нас, только товары доставляют не за месяц, а за неделю. И я частенько заказываю там всякое малонужное барахло. То мне срочно понадобится новый держатель для камеры, то понадобится новая сумочка на велосипед, то еще чего-нибудь такое. Я посмотрел историю своих онлайн-покупок за последние 6 месяцев, и получилось, что в среднем на онлайн-покупки я трачу около 2000 песо в месяц. Следующая статья расходов моего бюджета – это путешествия. Примерно каждые 2-3 месяца ветер перемен несет меня куда-нибудь на другой остров на 3 или 4 дня, для того, чтобы сменить обстановку и снять для вас новый контент. Обычно такая поездка мне обходится от 8 до 12 тысяч песо, поэтому к своему ежемесячному бюджету я добавляю 4000 песо на путешествия. Бензин. Так как я перемещаюсь на велосипеде, то на бензин я и не трачу. Поэтому в свой ежемесячный бюджет по этой статье расхода я ставлю нолик. В вашем же случае, скорее всего, вы будете перемещаться на мопеде. И в среднем на бензин вы будете тратить от 700 до 1200 песо в месяц. Что касается продления визы. Так уж получилось, что лично мне не нужно тратиться на продление визы. Поэтому в свой бюджет по этой категории я ничего не добавляю. О том, как получить постоянную визу на Филиппинах и какие бывают их разновидности, есть отдельный ролик на канале. Но в вашем случае для продления туристической визы в среднем к ежемесячному бюджету нужно будет добавить 1500 песо. Эта цифра сильно усреднена. Дело в том, что стоимость продления туристической визы зависит от того, сколько вы здесь находитесь. Чем дольше вы здесь живете, тем дешевле вам обходится туристическая виза. Если изначально стоимость достаточно высокая, то начиная со 2-го года стоимость уже будет намного меньше. Но если взять среднюю цифру за все годы и разделить помесячно, то получится примерно 1500 песо. Напоминаю, что россиянам для того, чтобы приехать на Филиппины, не нужно заранее получать въездную визу, а находиться в стране мы можем до 3 лет, не выезжая. Нужно лишь только каждые 2 месяца посещать офис иммиграции для того, чтобы продлять туристическую визу. А вот жителям Украины, Белоруссии и ряда других стран для того, чтобы приехать на Филиппины, нужно заранее получить въездную визу. И находиться на территории страны они могут только до 2 лет, не выезжая. Проанализировав свои расходы, получилось, что месяц моей жизни на Филиппинах обходится мне примерно в 32 тысячи песо. Это примерно $570. Дела сейчас идут так себе, если честно, поэтому, посчитав свой бюджет,
Теперь мне нужно его оптимизировать. И вот как я могу это сделать. Можно умерить свой аппетит в таких статьях расходов, как погулять и еда в заведениях. Меньше путешествовать по другим островам, реже покупать всякий хлам в онлайн-магазинах. Таким образом, можно вполне уложиться до 25 тысяч в месяц или даже до 20. На Филиппинах цены могут отличаться в зависимости от локации. Например, в столице, либо в туристических местах, таких как остров Боракай, либо Палаван, будет заметно подороже. Но для примера вполне можно ориентироваться на те цифры, которые я привел. Спасибо, что посмотрели это видео. Если оно было для вас полезным, то поддержите его своим лайком, комментарием и подпиской на канал. Всем спасибо и всем мира! При условии, что я не буду пользоваться кондиционером, либо буду пользоваться им нечасто. Блять, что за манера, блядь? Одни вон там тусуются. Вторая половина вон там тусуются и орут друг другу. Это примерно $570. Пришел мужик с мороженым и звенит колокольчиком на заднем плане, портит мне звук. Я у своего сотового оператора, который называется Smart, покупаю тариф. Да что вы все булькаете? Этот ездит, там шумит, телефон постоянно булькает. Да, блядь, хватит звенеть своим колокольчиком. Every dish here is like a work of art, and I really have pleasure. Да, блядь, забыл. В прошлом ролике я показал, какие квартиры можно срать, блядь.